Статья 89, пункт 2. До 6 лет. Статья 193, пункт 2. До 3 лет. Скажите, пожалуйста, а вот это мероприятие, или как бы лучше сказать, операция. А вот спецоперация – это уже до 20 лет. Статья 353 Уголовного кодекса. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны. Наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. А ведение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Пару недель назад Европарламент проголосовал за создание специального трибунала для политического и военного руководства России. Однако до специального международного трибунала по специальной военной операции в будущем дело может и не дойти. С 24 февраля 2022 года Владимир Путин, его ближайшее окружение и пропагандистская обслуга находятся вне закона не только за рубежом, но и в нашей собственной стране. Специальная поездка в Гаагу – это, конечно, дело хорошее. Там сотрудники советской и российской разведки смогут, например, полюбоваться шпилями Гаагского дворца мира. Но ведь и наша страна родная широка. Вся 34-я глава Уголовного кодекса России предлагает организаторам и пропагандистам специальной военной операции широкий выбор путевок по России. От Дальнего Востока и Сибири до Заполярья. И сегодняшнего дня может показаться, что привлечение отечественных военных преступников и поджигателей войны к ответу перед российским же судом – это картина утопичная. Казалось бы, ну где Россия и где честные суды? Где нормы и обычаи войны? Страна у нас неправильная, земля проклятая, и никогда на ней ничего путного не было. Но в действительности же все это разговоры в пользу Путина. Если мы соглашаемся с утверждением, что Россия — это Нигерия в снегах или Верхняя Вольта с ракетами, то этим мы снимаем часть ответственности с нашего государства. Мол, что взять с этих дикарей? Между тем, само понятие нормы и обычаи ведения войны неразрывно связаны с нашей страной. Был период, когда в этой отрасли международного права именно Россия была законодательницей в прямом смысле этого слова. Во второй половине XIX века человечество впервые в своей истории стало приходить к мысли, что война не является обычной и нормальной для людей деятельностью. Что любая война — это не какое-то естественное состояние, но трагедия. В авангарде мировой общественной мысли была Россия, потерпевшая в 1856 году тяжелое поражение в Крымской войне. Севастопольские рассказы Льва Толстого положили начало антивоенному жанру в мировой литературе. А в романе «Война и мир» Толстой дал такое определение войне: противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Вторая половина XIX века стала временем искренней веры в торжество разума и гуманизма. Миллионы людей по всему миру искренне считали, что уже в следующем 20-м столетии война отомрет как явление. Ну а пока этого не случилось, необходимо было установить для войн некие обязательные рамки. В 1868 году по инициативе России в Санкт-Петербурге прошла крупная международная конференция, призванная исключить так называемые варварские средства ведения войны. Результаты конференции, правда, оказались очень скромными. Согласно Петербургской декларации 1968 года, крупнейшие европейские державы – Россия, Османская империя и Персия – договорились всего лишь о том, что против пехоты не должны применяться разрывные и зажигательные пули, ибо это, цитата, «противно законам человеколюбия». Через 6 лет и снова по инициативе России была созвана Брюссельская конференция. Конференция 1874 года под председательством русского дипломата Александра Жумени опередила свое время. Ее задачей было принятие международных законов войны на суше и даже создание действенных инструментов для принуждения государств к их исполнению. Правда, сформулированный на конференции проект Брюссельской декларации в итоге носил сугубо рекомендательный только характер. Тем не менее, положения Брюссельской декларации через четверть века легли в основу первой Гаагской конференции 1899 года, где был заложен фундамент норм международного гуманитарного права. А на второй Гаагской конференции 1907 года
страны-участницы поддержали идею Николая II о создании Лиги наций, которая, опять же, опередила свое время. Реализуется эта идея только в 1920 году. Как первая, так и вторая Гаагские конференции созывались по инициативе России. Было время, когда наша страна задавала всему миру высокую планку гуманизма и человеколюбия. Кстати, именно Россия предложила сделать Гаагу постоянным местом проведения международных конференций. В 20 век мир вошел с целым набором международных соглашений. В одном миротворческом ряду стояли города Санкт-Петербург, Гаага, ну и, конечно же, Женева. В Женеве в 1864 и 1906 годах были приняты конвенции, защищавшие права раненых и заболевших солдат. Россия здесь не была государством-инициатором, но к Женевским соглашениям присоединилась одной из первых. Увы, все иллюзии о том, что новое столетие станет временем разумности и гуманности, разрушила Первая мировая война. После нее для неповторения ужасов мировой войны был подписан целый ряд межгосударственных документов. Советская Россия, а затем СССР какое-то время были на периферии международного права. Далеко не все страны в принципе признавали Советский Союз. Да и соглашения эти все тоже. Однако из Второй мировой войны СССР вышел одним из главных учредителей Организации Объединенных Наций, ООН, и одним из флагманов послевоенного международного права. 8 августа 1945 года при участии Советского Союза был учрежден первый в мире Международный военный трибунал, судебный орган по преследованию и наказанию главных военных преступников нацистской Германии и ее сателлитов. А 19 января 1946 года возник Международный военный трибунал для Дальнего Востока. Перед ним предстали военные преступники из Японии. Увы, Вторая мировая не стала последней войной на Земле. Была одно время идея о том, что под каждую новую войну нужно создавать отдельный новый трибунал, но она оказалась на практике нереализуемой. Так или иначе, в 1949 году были приняты новая редакция Женевской конвенции об обращении с военнопленными и, главное, отдельная Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. В 1977 году к Женевским конвенциям 1949 года, не без участия нашей страны, было добавлено 2 дополнительных протокола. С ними, как и с другими соглашениями, начиная аж с Петербургской декларации 1868 года, можно ознакомиться прямо на официальном сайте Министерства обороны России. Так что пусть потом Сергей Кожугетович не говорит, что не знал. Статья 52. Гражданские объекты не должны являться объектом нападения. Это те объекты, которые не дают противоположной стране очевидного военного преимущества. Так что все попытки оставить украинские города без тепла, электричества, воды и канализации – это преступление, поскольку никакой военной необходимости в этом нет. На ход военных действий оно никак не влияет. Далее статья 54. Запрещается использовать голод среди гражданского населения в качестве метода ведения войны. Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения. Согласно Конституции, Россия является правопреемником Советского Союза, в том числе и в плане участия в международных договорах. И эти договоры признаются составной частью правовой системы России, даже в переписанной Конституции. Худшее, что может случиться с Россией, это если граждане нашей страны примут как данность. Мол, страна у нас дикая, и задворки цивилизации – это естественное для нее место. Обычаи здесь исключительно тюремные, высшие чиновники изъясняются уголовной феней, а главный придворный соловей уже через слово матерится в федеральном эфире. И все это как будто бы нормально. Так вот, это ненормально. И место нашей страны не у параши, а среди великих держав. Только статусу великой державы необходимо соответствовать. В нынешней ситуации у России есть только одна возможность выйти из войны, сохранив свое лицо и национальное достоинство. Для этого необходимо разделить понятия «Россия» и «путинская система», чтобы затем путинским функционерам, виновным в развязывании и пропаганде войны, справедливый суд вынес правомочный и справедливый приговор, начинающийся со слов «именем Российской Федерации». До завтра.